Я являюсь заместителем главного конструктора этого предприятия и буду руководителем проекта одного из самых перспективных дирижаблей, который будет создаваться. Это, скажем так, наследник цепелинов, потому что он будет похож на цепелины, но будет создан на новых технологиях, на новых принципах. Это будет классический сигарообразный корпус большого удлинения. Объем корпуса будет порядка 60 тысяч кубических метров и соответствующие размеры. То есть длина этого корпуса будет 140 метров. То есть это будет как классический цепелин, как ЛЗ-127, но созданный на с использованием новых технологий, новых материалов, новых методов проектирования. Поэтому мы уверены, что этот аппарат получится легче, надежнее, маневреннее, быстрее. Мы рассчитываем, что там уже у нас получается больше 4000 лошадиных сил, суммарной мощности силовых установок, он будет летать со скоростью 650 лошадиных сил. Его максимальная скорость будет 175 километров, а крейсерская от 125 до 150 километров. То есть это выше, чем летали цепелины, и при примерно той же дальности и продолжительности полета. Второе важное качество, которое будет у современного дирижабля, это его возможность взлетать и садиться вертикально, чего, к сожалению, не было у цепелинов. За счет поворота вектора тяги винтов современные дирижабли могут взлетать и садиться вертикально, поэтому им для того, чтобы взлетать и садиться, не нужны уже такие большие взлетно-посадочные полосы, как самолетов, им не нужны большие поля, то есть такой дирижабль может прилететь на относительно небольшое, скажем так, пространство, относительно, потому что все-таки длина 140 метров, это на совсем маленький пятачок не сядешь, но это все-таки не громадные пространства для того, чтобы можно было взлететь, сесть, и благодаря тому, что мы механизируем основные наземные операции, не требуется многочисленная наземная команда, как на дирижаблях прошлого. То есть такой дирижабль может прилететь на практически неподготовленную площадку. То есть в минимальной комплектации такой дирижабль может сесть на площадку, где фактически есть только якорные точки для его удержания на время разгрузки или погрузочных операций. Конечно, основная эксплуатация будет происходить с нормальной летной площадки, там, где уже будут расположены нормальные удерживающие устройства, которые позволяют содержать дирижабль даже в ураганный ветер по нормам, как уже Александр Николаевич сказал. Нормы требуют, чтобы это удерживающее устройство удерживало дирижабли при скоростях ветра до 35,6 метров в секунду. И самое главное, что этот дирижабль за счет использования современных материалов и современной конструкции корпуса, современных методов расчета, он будет намного надежней и, возможно, безэллинговая эксплуатация. То есть, в отличие от цепелинов, которые после каждого полета должны были убираться в эллинг, такой дирижабль может эксплуатироваться и содержаться на открытой площадке. И то, что корпус у него жесткий, скажем так, может его оставлять на длительное время на открытой площадке, на специальном удерживающем устройстве, не беспокоясь о его безопасности, что он будет разрушен, он там сорвется, он потеряется. Все эти вопросы мы будем решать. Планируется этот аппарат построить, как минимум, в 3 основных опциях. Александр Николаевич уже упомянул о них, я немножко расскажу поконкретнее. Значит, одна из опций это будет грузопассажирский аппарат с большой просторной гондолой, с салоном, который будет размещен снизу жесткого корпуса дирижабля. Этот салон будет содержать только кресла бизнес и первого класса, с широкими проходами между креслами, с широкими расстояниями между креслами. Очень комфортное размещение пассажиров. Салон будет оборудован широкими панорамными окнами с прекрасным обзором. Пространство между креслами и окнами будет использоваться как прогулочные галереи, на которых пассажиры могут ходить, любоваться видами. Из панорамных окон будут открываться прекрасные виды, потому что высота полета не более 2000 метров над уровнем моря, то есть это фактически все будет видно, земля рядом. И сам полет на таком дирижабле в
практически полной тишине, при отсутствии вибрации и тряски, с широким пространством, но это будет как круизный лайнер. Следующая опция – это все-таки больше туристический, это еще меньше пассажиров, но с более комфортным размещением, вплоть до 4 шикарных кают. И по дальности полета такой дирижабль может, взлетев в Москве, слетать на Северный полюс с этими туристами, осуществить временный даже выход людей на Северном полюсе и опять вернуться обратно. И по пути он может делать остановки на Соловках, в Санкт-Петербурге, на Новой Земле, на Шпицбергене. То есть это будет вообще, это, конечно, дорогое путешествие, то есть не каждый может себе такое позволить, но есть люди, которые платят там за суборбитальные полеты, за спуск на глубину 5 километров, который, к сожалению, кончился неудачей, потому что они там немножко схулиганили с прочностью этого корпуса. Мы себе такого позволять не будем, у нас будет все супер надежно, это самое. И основная еще, кроме этих двух, пассажирских и туристического варианта, основной все-таки вариант будет грузовой. То есть к этому корпусу, жесткому корпусу, который единый для всех 3 проектов, будет снизу размещена небольшая гондола, предназначенная только для размещения экипажа, который осуществляет перелеты. И груз, в зависимости от дальности полета, от 10 до 15 тонн, может быть даже до 20 тонн мы сможем, это уже проектирование более детальное нам покажет, разместить на 60 тысяч кубовом аппарате. Он будет размещен в специальных подвесных контейнерах. Несколько слов по сравнению этого проекта с существующими летательными аппаратами. С самолетами сравнивать его сложно, потому что все-таки он летает медленнее самолетов, и у него немного другое предназначение, все-таки лучше его сравнивать с вертолетом. Если его сравнивать, как говорили, с самой массовой версией вертолета Ми-8, то хотя его максимальная скорость меньше самолетной, значительно меньше самолетной, но она отличается от скорости максимальной вертолета Ми-8 совсем не намного. Но при этом у него дальность полета в несколько раз больше. Комфорт размещения людей на борту, он будет просто несопоставим. Кто летал на вертолетах, тот, конечно, понимает и шум, и тесноту, и все. Тут всего этого не будет. Широкие просторные палубы, практически полная тишина, то есть комфорт колоссальный. И поскольку этот аппарат будет создан как бы продолжение цепелинов, по внешнему виду он будет даже похож на цепелины, хотя по внутреннему своему содержанию это будет совсем другой аппарат. Это будет аппарат, созданный на современных материалах, на современных принципах, на современной электронике. Никаких там проводов, тросовое управление рулями, все будет fly-by-wire, то есть все по-современному. Это будет достойный продолжатель эры цепелинов, скажем так, цепелины нового поколения.